Я ему сказала, если ты хочешь сесть на 10 лет, то полетели. Он сказал, ха-ха, ты всегда говоришь о том, что меня посадят, будешь меня защищать. Как бы говорят, да, герой. Я видела все проявления этого героизма. Забор, колония, здесь дорога, пыль, грязь. И ты вот здесь должен стоять 5-6 часов. Приговор будет таким, как его написали. Можно угрожать адвокатам, адвокатов можно сажать. Доказательства, полученные под пытками, не могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу. Меня сажать в автозак? Сотрудники полиции такие говорят, нет, это не автозак, это автобус ПАС. Никогда в своей жизни никого не сдавала, не сдаю и не буду сдавать. Но вы верите в прекрасную Россию будущего? Я верила в прекрасную Россию будущего. А сейчас? Будем искать, что любить дальше. Оль, вы попросили не акцентировать внимание на том, где мы находимся. И мы вот специально выбрали очень похожий на питерский дворик. Вы, правда, сказали, что он похож на дворик Следственного комитета. Вы боитесь за свою безопасность? Собственно, учитывая все обстоятельства, да. Откуда может исходить угроза? От кого? Слушайте, я не знаю, от кого может исходить угроза, но у нас такие неспокойные времена. Вы также сказали, что часть тем в интервью мы не сможем обсуждать, потому что у вас в Москве заложники. О ком идет речь? А можно я воспользуюсь 51-й статьей Конституции и не буду отвечать на этот вопрос? Сейчас у вас какой статус? Вот вы как кто? Сейчас мы как никто. Меня нету абсолютно каких-то нормальных документов, да, которые бы позволяли мне длительное время жить, работать и так далее. Мы здесь оказались с целым чемоданом купальников, больше у нас ничего с собой не было. Потом позже мне уже привозили какие-то вещи, но все равно это же невозможно, когда ты поехал на неделю в отпуск и оказался в другой стране, где тебе непонятно сколько жить. Все дорогое осталось там. У меня 2 собаки. Русский черный терьер, большая собака, серьезная, и мелкая шицу. Угу. Сейчас они, слава богу, с родителями, и... да. То, что вы сейчас находитесь в уголовном розыске, накладывает на вас какие-то ограничения в смысле жизни за пределами России? В розыске я в России. То есть вы еще не в международном? Наверное, я в международном, наверное, в Интерпол. Но просто единственное, что у меня настолько экзотическая статья, я экстремистка. То есть это вызывает смех, мне кажется, у всех. Мне не смешно. У нормальных людей, которые понимают что-то в праве, да, например, у людей, наверное, из Интерпола, это вызывает какие-то вопросы. А учитывая, как себя ведет Россия в последнее время, да, и все понимают, что, такие уголовные обвинения, они исключительно политические. Будет другая власть, естественно, всех нас реабилитируют. И я думаю, что очень быстро. Но при этой власти, да, мы будем экстремистами, наверное. И это никак не связано с правом. А если это никак не связано с правом, то в цивилизованных странах нам, я думаю, что ничего не угрожает. По крайней мере, выдача в России. А вам не страшно, что они вас будут искать и найдут? Но я так особо не пряталась. Я думаю, что они прекрасно знают, где. За 16 лет, да, я привыкла к тому, что я постоянно нахожусь под каким-то контролем, да, под всевидящим оком и так далее. То есть на это просто не обращаешь уже внимания, то есть с этим свыкаешься. Сколько вы не были уже в Москве? С 10 октября 2023 года. Появилось принятие того, что вы туда не поедете в ближайшее время? Тяжело это принять. Сначала было состояние шока, но сейчас приходится, да, как-то адаптироваться и пытаться строить новую жизнь. А у вас как эти стадии проходили? Сначала рвануть на помощь к своим, потом не рвануть, потом выслушать все эти обвинения, что вы с кем-то в сговоре, вас предупредили, потом принять. Как это было? Когда мне позвонили с утра. То есть 13 октября. 13 октября утро.
Мы собираемся в отеле на завтрак. Я смотрю, я обычно выключаю телефон, звук, и вижу, что он постоянно мигает. Думаю, господи, что-то случилось. Ну и дальше узнаю все, что произошло, что задержали адвокатов, у всех обыски. Ну, естественно, первое желание туда возвращаться. Ехать туда, все, что надо делать. Но поскольку у меня много друзей-адвокатов, и они первое, с чего они начинали разговор, ты только не приезжай. Ну и дальше, в общем, к вечеру мы решили, что, да, мне, во-первых, нельзя оставаться там, где я была, и, соответственно, надо... А почему нельзя оставаться там, где вы были? Ну, потому что я была в Иордании, и какие отношения политические и так далее выяснять было некогда. Первым самолетом, да, я улетела в одну из европейских стран на следующее утро. Плакали? Нет, тогда я не плакала. Потому что надо было решать вопросы по адвокатам в России. Да, было огромное количество проблем. То есть расслабляться было невозможно. Когда прошел этот первый шок, мы искали адвокатов, которые должны были защищать адвокатов, сидящих. И свалилось, конечно, огромное количество всяких разных проблем, учитывая, что еще и адвокатов у каждого было определенное количество своих дел в производстве, да, и которых нельзя было бросить их клиентов. Но это были очень тяжелые дни, конечно. Особенно досталось тем адвокатам, которые были в России. И огромное им спасибо. И очень сильно поддержали всех. Помните, когда вы в Покрове давали интервью и вас задержали? Да, я помню. Я была с Вадимом Кобзевым, этот адвокат, с которым мы... Алексей защищает, наверное, с 2011 года. То есть все эти годы по всем уголовным делам мы с ним вместе работали. Нас задержали, отвезли, я сказала, меня сажать в автозак. А сотрудники полиции такие говорят: нет, это не автозак, это автобус ПАЗ. На этом автобусе ПАЗ нас довезли до местного околотка, там УВД, города Покрова или что-то такое. Привели нас в актовый зал, мы там сидим, время от времени заходят какие-то сотрудники полиции, спрашивают: вы кто? Мы говорим: адвокаты. Они смотрят с ужасом и убегают. Так мы просидели минут 15-20, телефон у меня разрывался, сразу подключилась... На тот момент сразу подключилась адвокатская палата города Москвы. Они, насколько я помню, какое-то внеочередное, там то ли совет собирали, то ли что, какой ужас, адвокатов задержали. Мы просидели в этом актовом зале, мне кажется, минут 30 максимум. Потом пришли сотрудники, извинились, сказали: что ж вы так, зачем на нас, и вот и резник, и палата, что же мы вам такого сделали? Мы говорим: а зачем вы нас задержали? Они говорят: извините, вы свободны. Какой это год? Это начало войны как раз было, то есть это март 22 года. 22 года. Проходит меньше, чем 2 года. И когда арестовывают адвокатов, которые защищают Навального, адвокатская палата молчит. Адвокатская палата молчит, федеральная палата молчит. Вернее, они бросили все силы на то, чтобы адвокаты замолчали, те, которые хотели устраивать забастовки, которые пытались оказать какой-то протест против задержания такого обращения с адвокатами. А вот вы можете сейчас на их стороне быть адвокатом, объяснить, почему они так себя повели? Это страх. Только страх. И они не понимают главного, что на самом деле, да, Навальный, оппозиционер, политические мотивы и так далее, да, политика. Но по всем делам Навального прокатывали какие-то определенные схемы, которые потом применяли к огромному количеству людей. Когда у нас был первый процесс по 160 статье Уголовного кодекса, все, что касалось там растрат, практика была по этим делам очень маленькая. Потом 160 статьи было, мне кажется, половина матроски предпринимателей сидела по этой статье. То же самое со 159 по делу Ифраше. На тот момент таких дел было немного. Потом их стало просто в огромном количестве. И так постоянно было. То есть такое ощущение, что на этом деле откатывали определенные какие-то манеры поведения, наверное, и возможности, можно сказать, репрессий в отношении разных людей. И в данном случае
то, что они сделали с нами, с адвокатами, да, а особенно вот это вот задержание и совершенно спокойная позиция палаты по этому поводу, она, конечно, недопустима. Но на самом деле огромная опасность того, что дальше будут поступать и с другими адвокатами. Точно так же. То есть под угрозой огромное количество моих коллег. Ну и сейчас мы, собственно, в принципе и видим то, что произошла жуткая трагедия в Крокусе, да. Были там адвокаты по 51 статье. А по 51 статье что такое адвокаты? Сейчас действует система электронная. То есть адвокат отправляет заявку, что он может, допустим, в этот день он принимает заявки. И система сама ему выдает. Это так называемые от государства адвокаты. Государственные адвокаты, любой адвокат, он обязан провести определенное количество бесплатных дел. Или же он должен доплачивать в палату определенную сумму, чтобы не брать вот этих бесплатные дела. Соответственно, вот кому-то из адвокатов выпали эти дела. Причем ты не видишь, куда ты поедешь, что ты... Вот тебя просто приходит... Это как Uber? Да. Угу. Вот получилось с этим адвокатом, они вытянули вот такие вот, не знаю, счастливые, видимо, несчастливые билеты. Адвокат не может отказаться от защиты по уголовному делу. Соответственно, они поехали и стали защищать этих людей. Теперь им угрожают. А без адвоката нет правосудия. В каждом уголовном процессе для того, чтобы он закончился тем или иным приговором, должен участвовать адвокат. Особенно это абсолютное требование по делам, по тяжким, по особо тяжким делам. Сейчас то, что адвокатам поступают угрозы, это, мне кажется, вот это все звенья одной цепи. Здесь промолчали, там промолчали. А люди же видят, да, а значит, можно. Значит, можно угрожать адвокатам, адвокатов можно сажать. Поэтому во всем мире, на самом деле, адвокат – это такая некая священная корова, которую трогать нельзя. И нельзя ассоциировать адвоката с их подзащитными. Если мы защищаем, допустим, человека, которого обвиняют в экстремизме, это не значит, что адвокаты тоже экстремисты. Если адвокаты защищают людей, которых обвиняют в террористических актах, это не значит, что адвокат тоже террорист или пособник террористов. А вот это желание властей связать адвокатов и их подзащитных, да, то есть указать, что это все пособники, но это приводит к трагедиям. И есть такое выражение верховенства права. Сейчас оно полностью, конечно, попрано. Кто сейчас защищает адвокатов Навального? Защищают наши коллеги. Коллеги по ФБК или коллеги по коллегии адвокатов? Нет, защищают наши коллеги адвокатов. ФБК не имеет к этому никакого отношения. В основном это их друзья, наши друзья, знакомые, те, кто не побоялись и посчитали своим долгом, да, защищать адвокатов. Хотя, на самом деле, учитывая отношение к экстремизму в нашей стране, найти адвокатов, которые бы хотели это делать, было бы сложно, но в нашем случае не возникло проблем, и спасибо большое коллегам, которые стали защищать. А кто им платит? Дело в том, что мы как сапожники без сапог, можно сказать. Никто не платит. Но адвокаты все защищают. Адвокаты никто не платит? Адвокаты все защищают бесплатно. То есть вот сейчас адвокатов Навального, адвокаты, которые защищают, не получают за это денег? Не получают за это деньги. Ни от кого? Ни от кого. Класс, так. Они защищают абсолютно добровольно и абсолютно бесплатно. Даже мой адвокат тоже защищает меня бесплатно. У вас тоже есть адвокат? У меня тоже есть адвокат, поскольку мне предъявили обвинение, мне избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, и на всех этих процессах, да, присутствовал мой адвокат. А кто ваш адвокат? Тоже абсолютно бесплатно. Аркадий Колесников, прекрасный адвокат, и мы давно дружим, давно знакомы. И, кстати, был оправдательный приговор еще по одному адвокату Юрьеву. И Аркадий Колесников был одним из его защитников. У этих адвокатов есть семьи, и теперь адвокаты эти не работают, они находятся под стражей. Хорошо, их защищают бесплатно, но кто помогает их семьям сохранить какой-то уровень жизни? Я уже не говорю, просто жить. Будучи действительно адвокатами,
и поплатившись за свою исключительно профессиональную деятельность, все остались, без работы. Да, мы не можем больше работать по профессии. Одни из-за того, что заключены под стражу, другие из-за того, что не могут вернуться и исполнять свои обязанности. Сейчас у нас действительно очень тяжелое положение у всех. Финансово очень тяжелое положение. Я уж не говорю про моральное и так далее. Поскольку вот за эти месяцы так ничего и не изменилось в плане финансовом, здесь создана организация, в переводе на русский «Верховенство права», РОЛ. Мы хотим собирать пожертвования как раз на поддержку адвокатов, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Это будет касаться только тех адвокатов, которые защищали Навального, или всех? Первоочередной, учитывая, что уже 5 месяцев все адвокаты работают бесплатно, семьи в плачевном состоянии. Там у Кобзева 3 детей маленьких, да, которые остались с его женой. Кредиты, как обычно, ипотеки и прочие, которые надо выплачивать, и банки отказываются делать какие-то рассрочки. Поэтому в первоочередное, конечно, мы хотим собирать деньги на адвокатов, которые находятся там. Если действительно все хорошо пойдет, то мы могли бы помогать всем адвокатам, которые защищают и других людей по новым статьям, которые касаются экстремизма. То, что нету в природе, да, в международном праве на самом деле, экстремизма, который вменяется всем нам, его не существует, потому что должно быть всегда насилие. Насилия не было. Говорить о том, что мы экстремисты, это вообще невозможно. То есть с точки зрения права. Это преступление, которого не существует. Вот в чем нас обвиняют, такого преступления не существует. Его не должно быть. А кто прежде платил адвокатам? Как правило, адвокатам платят семьи. Нет, я имею в виду, подождите. Липсер, Сергунин, Кобзев, вы защищаете Навального. Кто платит вам за ваши услуги? Нам платил Навальный. И, кстати, да, в материалах дела очень много, как раз сколько он потратился на адвокатов начиная с 2011 года. Плюс ко всему мы же выигрывали в Европейском суде. Там присуждалась еще сумма адвокатов в этих решениях. То есть компенсировали адвокатские расходы. Да, и, соответственно, клиент, который получил эти деньги, дальше рассчитывался с адвокатом, то есть перечислял их на счета адвоката. В ситуации, когда клиент погиб, семья тоже не олигархи. В этой ситуации, да, помогать, собственно, особо и некому. Изначально, когда это все началось, вы думали, это для чего? Для того, чтобы изолировать полностью Алексея или для того, чтобы напугать всех адвокатов, которые так или иначе связаны с политическими? Я считала, что это то и другое. И, собственно, прям в первые дни мы писали, я, в частности, писала обращение и в Организацию Объединенных Наций, да, поскольку это обращение к спецдокладчикам, это единственная сейчас процедура, которая могла как-то быстро помочь среагировать, потому что международные институты стали для нас абсолютно закрыты по индивидуальным жалобам. Мы лишились Европейского суда и вот этих быстрых процедур, то есть осталось только обращение к спецдокладчикам ООН. И как раз там, да, я писала о том, что это для запугивания других адвокатов, это для изоляции Алексея от общества. И третье, мы там писали о том, что мы очень опасаемся за его жизнь, поскольку все его адвокаты были в этот момент либо посажены, либо не могли вернуться. То есть его полностью изолировали от всех его адвокатов. И в этот момент появляются в ваш адрес обвинения о том, что кто-то все-таки вас предупредил и кто-то вам помог уехать. Кто первый это сказал? Как я потом уже стала понимать, это были Rush Today, которые, оказывается, еще 10 октября, когда я с дочкой улетала из Внуково в Стамбул, были люди, которые снимали нас на камеру, так называемой чистой зоне, да, когда уже к самолету в этот проход идем, и кто-то снимал, как мы улетаем. Это было 10 октября.
Я считаю, что это оперативники, да, которые сливают все это там Rush Today и аналогичным. Знали о том, что все так будет, да, они уже знали, что, наверняка они готовили все оперативно-розыскные мероприятия и задержания и прочее. То есть они знают, что 13 числа всех задержат. И вот снимали меня в чистой зоне. Туда пройти, просто так пройти и выйти невозможно, да. Потом показали по Rush Today, что вот... Значит, она знала, улетела. Да, ее предупредили, и это было совершенно мерзко. Когда я это все поняла, я была в страшном бешенстве. Я написала пост по поводу этого, о том, что, да, я никогда в своей жизни никого не сдавала, не сдаю и не буду сдавать. Как вы в себе внутри примирили? Это все равно тяжелый труд. Они там сидят, а я здесь. Что? Зачем? На самом деле было дико тяжело несколько месяцев. Мне всегда казалось, что я достаточно сильная, но оказалось, что не настолько. И вот это ощущение, когда ты здесь, ты в безопасности, а они там. И стыдно. Я бы не сказала, что было стыдно. Было вот это ощущение беспомощности. Оно было совершенно безумное. Но еще ко всему прочему, я не знаю, Лешу Липцера я знала вообще с детства, с его рождения. А почему вы его с рождения знаете? Так случилось, что Лену Липцера я знаю со школы, ее сестру тоже, и да. То есть это больше, чем даже профессиональные отношения? Это да. 7 марта было продление срока содержания под стражей адвокатом. Там было очень немного народу. С чем вы это связываете? На самом деле адвокат никому не интересный. Да, посадили, плохо. Но никто не обращает уже на них внимания 7 марта, хотя процесс был открытый. Стали открывать, стали делать, первые процессы были закрыты, а потом смотрят, никто не приходит. Да мы можем открыть процесс, а что такого? Да, пришло, мне говорили, что-то 2 журналиста, что ли, и все. Неинтересно. Неинтересно, никто не зовет, не призывает к этому, никак не освещается. Забыли и забыли. А вы можете вспомнить в своей ли практике, или, может быть, из учебников юридической истории, какие-то прецеденты, в которых адвокаты шли по тому же делу, по которому обвинялся их клиент? После периода 37-х годов, когда действительно много адвокатов были репрессированы, адвокатов не репрессировали таким образом. Максимум, что можно было, это возбуждали уголовные дела, и давали либо уехать, либо как-то эти уголовные дела, были и были. Но никогда адвокатов не сравнивали с клиентами, не связывали с клиентами, не обвиняли их в каком-либо пособничестве и никогда по политическим делам не задерживали, не арестовывали и не привлекали к уголовной ответственности. Это ноу-хау нашего времени. У вас, в том числе в Фейсбуке, да и вообще куча есть фотографий, которые делаете вы. Они касаются Алексея Навального, но они сделаны из той точки, в которую может попасть только очень близкий человек. Вот Алексей и Юля сидят на парковке в то время, когда у них обыск. Вот Алексей там где-то пьет кофе. Это какая-то очень интимная зона. Вы за это время стали больше, чем клиентом и как доверитель и адвокат? Естественно, когда 16 лет ты рядом с человеком, да, то эти отношения уже, как-то что-то больше становится, да, чем, просто нормальные человеческие отношения. Да, я не сказала, что мы были какими-то супер друзьями и так далее. Нет, у нас были всегда рабочие отношения и, и вполне себе нормальные человеческие отношения. То, насколько бесстрашным был Навальный по отношению к всем внешним угрозам. То есть человека травят до смерти. До этого выжигают глаза зеленкой. До этого избивают, забрасывают яйцами, сажают бесконечное количество раз в тюрьму. Он все равно приезжает в Россию, садится в тюрьму и в тюрьме не затыкается.
Вот это бесстрашие, оно на чем основано? Ну, Алексей, он, в принципе, необычный человек, да, то есть с точки зрения обычного человека, казалось бы, это невозможно все пережить, это невозможно вернуться. Он был, я не знаю, замечательным политиком, то есть у него была цель в жизни, к которой он шел. Он хотел изменить Россию, он говорил о прекрасной России будущего, он хотел... Без кавычек. Без кавычек. Он хотел, чтобы Россия всегда была свободной, счастливой, мирной. И это были не просто лозунги. Он так чувствовал, он этого очень хотел. И он этого добивался. У него был стержень, да. Но помимо того, что был очень харизматичный, он действительно, то есть шел к цели. У него была цель, он шел к цели, не видел никаких препятствий. Он не понимал, что это невозможно? Я не знаю, понимал он это или нет, но он к ней шел. Говорят, если ты хочешь чего-то добиться, ты должен идти четко к своей цели. И тогда все получится. Да, он к ней шел. С высоко поднятой головой. Его не страшили, да, те препятствия, да, которые, собственно, ему чинила власть. То есть он как бы боролся против огромной машины зла. По сути. Как говорят, да, герой. Как бы это ни звучало, там, пафосно и так далее. Да. Я видела все проявления этого героизма изо дня в день, особенно то, что происходило последние 3 года в колонии. Как он все это переносил, еще улыбался, еще смеялся, шутил и поддерживал нас, адвокатов, когда у нас опускались руки, и мы вообще были совсем не в боевом состоянии. То есть за кадром происходит то же самое, что и в кадре? Да. То есть за кадром он тоже смеется? Да. За кадром он тоже не теряет бодрости духа? Вообще. И не раскисает? Нет. Ни Более разу. того, он нас поддерживал. Он не раскисал. У него были приступы ярости, например. Злость, да, такая здоровая злость. Да, такие моменты были, их много. Но никогда отчаяния. Никогда отчаяния не было. Когда я спрашиваю про то, что происходит за кадром, мне действительно важно понять, в этом моменте, значит, есть жена, и есть вообще-то на тот момент еще маленькие дети. Они были крошками, а кто-то даже родился. В этот момент семья имеет, в конце концов, право сказать: пап, ты побудь с нами. Или пап, не делай это, пап, это страшно. Что происходит за кадром в этот момент из того, что вы можете рассказать? Мне кажется, что Алексею очень повезло с Юлей. Потому что, наверное, была бы, если какая-то другая жена, может быть, все бы пошло по-другому. Но Юля, она была действительно, мне кажется, соратницей и поддерживала Алексея во всем. То есть она понимала, и я тоже понимаю, то есть были моменты, когда сопротивляться ему было невозможно. Если он что-то решил, то все. Бесполезно ему говорить, отговаривать и так далее. И самый яркий пример – это его... триумфальное возвращение 17 января 2021 года из Берлина в Москву. Рейсом Победы, который оказался бедой. Накануне его отъезда фотография, на которой все улыбаются, кроме вас. Вы единственный человек на этой фотографии, который не улыбаетесь. Я ему сказала, что нет, если ты хочешь сесть на 10 лет, то полетели. Он сказал: ха-ха, ты всегда говоришь о том, что меня посадят, будешь меня защищать. Когда я говорила про 10 лет, я даже не думала, что это в итоге будет 19, а это закончится жутчайшей трагедией, и, по сути, убийством. Были какие-то аргументы, которые вы могли бы ему привести и которые могли бы его убедить? Нет, их не существовало. То есть я пыталась его как-то удержать, но смогла удержать только до 17 января, потому что на этот момент у нас истекли разные сроки давности, и, в принципе, если, опять-таки, руководствоваться верховенством права, то его не должны были задержать и заключить под стражу. И это максимум, что я смогла сделать. Он рассчитывал, что люди выйдут и его не посадят, что его, в принципе, не посадят, или что его посадят, но он выйдет быстро? Знаете, мы когда улетали, решали, как мы будем, кто идет вперед, кто и так далее. И в итоге закончилось все тем, что мы решили, что будем действовать по обстановке. То есть у вас не было плана?
То есть как такового плана не было, потому что, опять-таки, даже в аэропорту могло произойти так, так и так. В принципе, сотрудники полиции не имели права заходить за границу. То есть они не могли быть с той стороны границы, да? В итоге его же задержали с той стороны границы. И как потом мне говорили те же самые сотрудники, говорили, ой, мы тут работаем там 20 лет, а вот на ту сторону границы-то нам никогда не разрешали заходить. Это запрещено. Но с Навальным это можно было. То есть теоретически они должны были его задержать, когда он уже пройдет границу. Вот он выходит, и они его задерживают. И это было бы, по крайней мере, некая видимость закона была. Да. Но здесь они нарушили все, то есть, соответственно, полиция зашла с той стороны. И так и во всем. То есть предугадать, как будут действовать власти. То есть есть всегда несколько вариантов. Какой из них они выберут, кто знает. Тогда поговорим о важнейшем событии 2013 года, когда впервые вообще в истории, наверное, российского правосудия прокуратура ходатайствовала об освобождении задержанного, об освобождении человеку, которому вообще сейчас должны влепить кучу лет. Какая последовательность событий? Значит, летом 2013 года идет мэрская кампания, где Навальный борется с Собяниным за пост мэра. Навального задерживают и приговаривают по делу Кировлес к скольки годам? 3, по-моему. 3. Штаб Навального объявляет о том, что больше, никакой предвыборной борьбы, мы саботируем выборы и будем бороться. Люди выходят на улицу в огромном количестве. И Навального освобождают по ходатайству прокуратуры. Оля, что случилось? Кстати, несмотря на то, что это было уже давно, я прекрасно помню эти дни. Во-первых, как раз на приговор Алексей ехал, у него было там какое-то удостоверение или что-то, ему выдали о том, что он может участвовать в выборах. То есть его официально допустили до мэрской кампании предвыборной. Дальше приговор. Судья заключает его под стражу, его берут под стражу в зале суда. Мы потом поехали в СИЗО, а СИЗО до этого оказалось, что его ремонтировали в городе Кирове, то есть его готовили там несколько месяцев, красили там что-то. Мы пришли, жуткий запах хлорки стоит, то есть дезинфекция, готовились. И дальше, вечером мы, опять-таки, видим кадры, когда огромное количество людей выходит на улицу. Мы не ожидали такого. Просто не ожидали. А вы видите, вы с ним вместе или вы видите... Нет, он сидит в СИЗО, а мы, соответственно... С Кобзевым. Я, Кобзев, я помню, Аня Ведута тогда была, Юля была, да. И вот мы все наблюдаем, в прямом эфире, видео, как люди выходят на улицы и протестуют. Какой-то просто огромное количество людей. Мне кажется, на тот момент не было таких больших уже давно не было таких. И это все спонтанно же произошло, да? Это прямо реакция была на приговор. Там были попытки, мне звонили разные люди и говорили о том, что мне срочно надо подавать апелляционную жалобу, чтобы его освободили. Я говорю, все прекрасно, только я могу подать любой документ, согласовав с клиентом. С утра завтра пойду, согласую, даст добро, значит, подаем. А кто звонил? Генрий Маркович Резник в том числе. И потом вечером пошла информация о том, что прокуратура подала представление о том, что надо меру пресечения в виде содержания под стражей изменить. Тут же нам позвонили из суда, сказали, что назначено судебное заседание на следующее утро в Кировском областном суде. И, собственно, по результатам этого заседания их освободили. Еще мы очень боялись, что Алексея-то освободят, а Петю Офицерова нет, потому что ему-то не надо участвовать в мэрской кампании. Но когда власти что-то очень хочется, то можно. И поэтому на следующий день, впервые, наверное, в истории, освободили всех из-под стражи, поскольку Алексею Анатольевичу надо было принимать участие в мэрской кампании. Какое-то объяснение у этого появилось? Именно участие в мэрской кампании? Да, поскольку он должен участвовать на выборах. И самое интересное, что сейчас, когда нас рассматривали дело по экстремизму,
Обвинение строилось, и суд с этим согласился, и назначил наказание. В связи с тем, что с 2011 года вся деятельность Алексея является экстремистской. Но при этом в обвинении вот эту мэрскую кампанию 2013 года как будто ее нету, про нее никто не вспоминает. То есть кампания президентская, в которой он хотел участвовать в 2018 году, да, там половина обвинений о том, что это экстремизм. А про мэрскую все забывают. И они ничего нет. А хотя тогда, насколько я помню, он получил огромное количество голосов москвичей 27%. И занял второе место. А какова была его реакция на отмену приговора? У него реакция была... Я могу сказать, какая реакция была до отмены этого решения. Приговор же не отменили, они именно в части меры пресечения. То есть в чем это была такая несколько странная совсем история. Они не стали рассматривать приговор. Нет, приговор, потом апелляция была позже. Они именно вопрос по мере пресечения рассмотрели и, значит, сказали, да, надо изменять. Я просто помню, когда я зашла в конвойное помещение перед заседанием и сказала, что вот так и так, а он вообще не понимал, что происходит, да, его привезли зачем-то в суд, то есть как бы ему никто ничего не объяснял, и я смогла его увидеть только вот утром в этом конвойном помещении. Я ему объяснила, что происходит. Он так сел вдалеке в этой клетке такой внизу и говорит, а я не выйду. Я говорю, что? Нет, а Петя-то? Они же Петю не выпустят. И, в общем, долго-долго уговаривали. И когда уже сказали, что вы не волнуйтесь, все будет хорошо, все-таки вот начали процесс и всех отпустили. Да, потому что пока он не получил заверение в том, что Петя тоже выйдет из-под стражи, он отказывался вообще подниматься в суд. А Юля какая реакция была? Когда его задержали, мы же с ней должны были выйти к журналистам. Я была никакая, потому что у меня еще как-то так получалось все время, что моих подзащитных не брали под стражу. Повезло. Как-то везло, да. Угу. И вот этот шок от того, что вот у тебя на глазах берут под стражу, это, наверное, одно из самых страшных, что может приключиться с адвокатом, когда твоего подзащитного берут в зале суда под стражу. Когда он ходил своими ногами, там, следствие, суд и так далее. И вот этот момент, он на самом деле ужасен. Нам надо было выходить к журналистам. Я не могла. Юля выдохнула, сказала, так, все, идем. Мы вышли к журналистам, я стояла, есть кадры, да, я стою сзади ее, и она дает четко, как всегда. В этом красном платье. Не помню. Вот, честно говоря, не помню. Да, и она собрана, да, дает интервью. Но потом я тоже что-то такое сказала по поводу того, что как он может провести предвыборную кампанию, находясь в следственном изоляторе. Нет, Юля всегда была очень стойкая, да, и когда надо собраться, она тут же собиралась, и прям такая железная леди. А это правда, что это ей принадлежит фраза «Эти твари не увидят наших слез», именно в этом суде сказанная? Видимо, да. Похожую фразу она мне говорила внизу, когда мы собирались выходить к журналистам, это однозначно, да. А чего стоит не плакать, когда очень хочется? Вот вы же на нее смотрели. Вот они заходят своими ногами в самолет этой победы. Вот они взлетают. Слушайте, как-то все мы держимся. Надо держаться. Что делать? Нет, они не должны видеть наших слез. В обязанности адвоката входит обязанность разделять взгляды своего подзащитного? Нет, конечно. Мы всегда говорили о том, что мы не политики, да? То есть мы защищаем политика, но мы вне политики. Хотя вот сейчас политика нас просто, я не знаю, руками, ногами затягивает в свои недра. Но вы верите в прекрасную Россию будущего? Я верила в прекрасную Россию будущего. А сейчас? Я надеюсь. А есть ли такие вообще идеи на свете, которые стоят человеческого счастья?
Видимо, есть. Если есть идея, в которую ты настолько веришь, что ты готов отдать за нее жизнь, свободу, расстаться, да, на длительное время со своими родными, ну да. Но он говорил, что ну да, то есть, ну, это не жертва, да, то есть он очень любил детей. Он всегда, то есть я приходила, он спрашивал, что у них, как, я должна ему приносить отчет, что там у детей, что... То есть он пытался их контролировать оттуда. Но опять-таки это был его выбор. Он посчитал, что, наверное, вот на этом балансе перевешивала его жажда изменить страну, чтобы его дети, в том числе, жили в прекрасной России будущего. И для этого он сделал все, что он мог. Но не уберегли. 16 лет вы защищаете Навального. Да все это время ситуация не становилась проще и не становилась оптимистичней. Неужели у вас не было ни разу мысли о том, чтобы просто свалить из этой истории и заниматься нормальными уголовными делами, на которые вы учились? Это вот у серии, это мой крест, да? Ну да, вот так получилось, что я была его адвокатом все эти годы, и мы прошли огонь, воду, медные трубы вместе. Все уголовные дела, все административные, но опять-таки адвокат не может по уголовным делам по своей инициативе отказаться от клиента. Да, то есть вот я не могу выбирать, хочу я его защищать, нет. Если клиент не отказывается, ты обязан защищать. Всегда можно договориться. Можно договориться, да. Не знаю, мне не вставала вот эта тема, да. Как-то это было само собой разумеющееся. У меня звонит, у меня уголовное дело, будешь защищать. Да, да. И дальше мы идем и защищаемся. В чем феномен Навального для вас? Он был очень прямолинейным, с одной стороны, а с другой стороны был очень интересным собеседником, очень интересным человеком. Он всегда был достаточно... Мне даже сложно описать, как это объяснить. Действительно, он прямолинейный был, прямодушный, и он говорил правду. Вот он говорил правду. Он мог что-то преувеличить или еще что-то, но он всегда... Он не врал. У меня тоже есть такая плохая черта, что я не могу врать. То есть я могу что-то не договорить, но врать я не могу. Может быть, на этом мы как-то и достаточно... могли общаться, да, без достаточных проблем. Можем покурить? Мне про него тяжеловато. Чем хороший уголовный адвокат отличается от плохого? Знаете, хороший уголовный адвокат, он знакомится с материалами уголовного дела, он пишет много нудных, неинтересных жалоб, он знает, что такое состав преступления, объективная, субъективная сторона. Все, что касается такой классической защиты. Мне в свое время повезло, помимо того, что патроном у меня была Карина Москаленко, я еще и ходила в процессы, когда еще только начинала, и к Генриху Падуе, и Генри Марковичу Резнику. То есть у меня было много хороших учителей. В какой момент вы приняли для себя решение, что вы будете адвокатом по уголовным делам, и какую роль в этом сыграла Карина Москаленко? Карина Москаленко сыграла огромную роль в том, что я стала адвокатом по уголовным делам. Но это же интересно. Это жизнь. Это жизнь и возможность защищать людей. Не все же должны их обвинять. Должны быть люди, которые должны защищать. И, собственно, этим я занималась всегда. И, несмотря на тяжелые времена, я не собиралась уезжать из Москвы, поскольку я там и родилась, и работала, и вся жизнь моя там. Расскажите про Москаленко. Карина Акоповна Москаленко, собственно. Она для вас Карина Акоповна или Карина? Мы боремся уже больше, наверное, 20 лет на то, чтобы перейти на «ты». Но я не могу. Она ужасно ругается, но я не могу.
Для меня она огромный авторитет. Это человек, который привел меня в профессию, которая меня и всех нас научила тому, что мы умеем. Огромный талант. Это профессионал в своем деле. Ну и вот, к сожалению, тоже несколько лет она вынуждена жить не в России. Я правильно понимаю, что Москаленко культовая фигура среди адвокатов ровно потому, что она пробила это окно в Европу, да, в мир международного права для российских адвокатов? Да, она открыла как раз вот это самое окно в 1998 году, когда Российская Федерация стала под юрисдикцией Европейского суда. И одно из первых выигранных дел ей, это дело Калашникова, касалось как раз пыток, нарушения 3-й статьи Конвенции. Она его выиграла. И дальше она и Центр содействия международной защите, где я тоже долгие годы была сотрудником, занимались обращениями в Европейский суд и очень эффективно. То есть на счету Центра и нашем счету огромное количество выигранных в Европейском суде дел. Ну, не побоюсь этого слова, много спасенных жизней. Между адвокатами, ну, скажем так, правозащитными и адвокатами уголовными все еще существует взаимная неприязнь? Мы всегда говорили, что мы не правозащитники, да. Мы адвокаты. Да. И старались все время действовать именно как адвокаты. Так. Сейчас, мне кажется, это начинает смываться. Но в любом случае, да, каждый адвокат, он защищает права. Другой вопрос, какими методами. Да? Опять-таки мы говорили до этого, что мы используем все возможные способы защиты. Уголовно-процессуальный кодекс, да, применяем уголовное право и все возможные механизмы именно защиты как адвокаты. Правозащитникам проще. Они более раскрепощены в процессе, они могут говорить, на разные темы, забывая про действие уголовно-процессуального законодательства. Мы не должны забывать, мы не имеем права на ошибку, при этом мы должны соблюдать все процедуры, которые предусмотрены законодательством. Поэтому всегда считала, что адвокаты по уголовным делам – это адвокаты по уголовным делам, а правозащитники, которые могут быть наравне только с адвокатом, если адвокат есть в процессе, тоже участвовать, например, в качестве защитника, они себе могли позволить, наверное, несколько больше, при этом не соблюдая правовые какие-то регламенты, правовые рамки. С одной стороны, с другой стороны, иногда это было во вред клиента, потому что, не зная права, тоже, мне кажется, сложно защищать. Ну, а сейчас-то как? Но сейчас все равно мы остаемся адвокатами. А между вами, адвокатами, существует конкуренция? В Москве, насколько я помню, 10 тысяч адвокатов. Я никогда не сталкивалась с конкуренцией на самом деле. Есть адвокатское сообщество, но опять-таки оно сильно сейчас разбавляется теми людьми, которые приходят из следствия, из прокуратуры и становятся адвокатами. Мы учились, у нас были патроны, определенные традиции адвокатуры. Все сейчас это, конечно, все вымывается. И уже, мне кажется, нету такой вот адвокатуры, в которую я приходила еще в 2004 году. Это не только поколенческий разрыв. Это тому, чему нас учили. Да, какой должен быть адвокат, как он должен себя вести. Но это долгие годы учебы, практики, ты постоянно читаешь, ты постоянно в курсе всех изменений в законодательстве должен быть и так далее. Сейчас к этому относятся, мне кажется, более поверхностно адвокаты. Потому что от адвоката в процессе мало что зависит. С одной стороны, мало что зависит, но опять-таки даже по обычным делам иногда чего-то можно добиться. Чтобы человек, допустим, не был под стражей, ему изменили меру пресечения, или чтобы ему не дали не такой уж большой срок. При этом, да, оправдательных приговоров их практически нет. В каком возрасте вы придумали, что вы будете уголовным адвокатом? Как это вообще девочке в голову может прийти? Нет, девочке это не приходило в голову. Я в 2000 году пошла работать в Центр содействия международной защите. Кстати, как раз вот Лена Липцер этому сильно способствовала. Мама Алексея Липцера, да.
Вот, и я поняла, как же так, какая же у них интересная жизнь. Они пишут письма заключенным, они занимаются... А вы на юрфаке учились в этот момент? Я, да, пошла параллельно учиться, получить второе высшее образование юридическое. И а первое какое? Финансовое. Работать в Центр содействия международной защите. То есть я как бы параллельно делала то и то. И было ужасно интересно, действительно. Центр содействия международной защите – это как раз те, кто занимался обращениями в Европейский суд по правам человека. И если смотреть по количеству выигранных дел, это, наверное, организация, которая занимается, мне кажется, больше всего дел как раз центровских. Было в Европейском суде в свое время. Ну да, и потом получила статус адвоката, естественно. Но организация такая была достаточно вовлеченная во все политические дела, во все, что связано с правами человека, с Европейской конвенцией и так далее. Я и представляла потерпевших по делу Норд-Оста, и потерпевших по Беслану, и пикетчиков, ну и, собственно, да, вот много всяких разных дел. Оль, ну так это все-таки не очень прямая линия. Вот вы идете на экономфак, правильно? Вы экономфак заканчивали? Ну, я финансовый заканчивала, но это вообще было все неинтересно. Это бумажки, цифры, это неинтересно. А вообще-то чего-то пошли? Ну, пошла и пошла. Хорошо. А дальше вы сперва идете получать юридическое, а потом оказываетесь в международном центре? Или параллельно. Где точка входа? Почему так получилось? Я была в декретном отпуске и не хотелось выходить на старую работу. И здесь я поняла, что можно все резко поменять. То есть у меня в жизни бывает такое, что я что-то как-то вот что-нибудь могу резко поменять. Видимо, сейчас тоже какой-то такой момент, когда за меня решили, что мне надо резко все менять. И это действительно была жизнь, и это было интересно. То есть вот все эти дела, когда ты можешь, помочь кому-то, да, когда от тебя что-то зависит. Вообще были отличные времена. У нас были и оправдательные приговоры, и прекращение. Кстати, по пикетчикам у меня была целая пачка прекращенных дел. Сейчас это невозможно и нереально. Тогда это было вполне возможно. И до недавнего времени, на самом деле, даже с тем же самым Навальным, когда все эти дела уголовные, да, они были абсолютно бесперспективные, и понятно было, чем все закончится, но, тем не менее, мы всегда выигрывали в Европейском суде. И Европейский суд говорил, да, право на справедливое судебное разбирательство полностью было нарушено в этих процессах. Было нарушено право, 7-я статья, это вообще редчайший случай, Европейский суд признал, когда те действия, за которые осуждали Алексея, они вообще не являются уголовно наказуемыми. И добиваясь справедливости в Европейском суде, тоже было как-то, ты понимаешь, что ты работаешь не на корзину. Кстати, все присужденные Навальному деньги Европейским судом он получил? Он получил почти все, кроме последних. Вот последние были выиграны какие-то решения, там уже и Российская Федерация перестала выплачивать. А до этого Россия вот эти все присужденные 1000 евро ему выплачивала прямо на счет? Да. Что делала всегда Российская Федерация? Это присужденные Европейским судом компенсации они всегда выплачивали. А почему? Они не изменяли законодательство, потому что надо не только деньги выплатить, но еще и, соответственно, по решению Европейского суда сделать все возможное, чтобы в дальнейшем по другим делам не допускать таких же нарушений. Но Российская Федерация не хотела это делать, а компенсации выплачивались, насколько я знаю, всегда и всем. А почему Российская Федерация это делала? Потому что она хотела оставаться в Совете Европы, она хотела быть все-таки цивилизованной страной. А в какой момент вы, как адвокат, почувствовали, что теперь всем наплевать на цивилизованное, нецивилизованное, Европа, не Европа, и вот это все будет закрываться? Когда стало ужесточаться законодательство, когда все вот эти свободы, которые, даже на данный момент остаются в Конституции, а это все не действует. А вот когда, какой момент? То есть это Я думаю, что это перед войной. Но тем не менее, в 2020 году, когда Навального отравили и он впал в кому, для того, чтобы самолету разрешили с ним вылет, вы запросили
решение Европейского суда по 39-й статье. Да. Я правильно формулирую? Да. Очень Экстренная процедура, 39-е правило Европейского суда, которое нам, кстати, по Навальному часто помогало, включая, когда были проблемы с глазом, чуть не ослеп. После того, как плеснули в зеленку, я так понимаю, что там кислота была еще добавлена в эту зеленку, он чуть не потерял глаз. Там было 2 страны, где могли бы спасти глаз, но у него не было загранпаспорта. И поскольку он был там, на тот момент условно осужденный, то ему не выдавали загранпаспорт, и он не мог выехать. И да, мы тоже подключили вот эту процедуру, 39-е правило. Я помню, когда Алексей мне звонит и говорит: ты, говорит, не представляешь, мне сейчас позвонили, сказали, приезжай, забирай паспорт. То есть, в тот день как раз Европейский суд должен применить было это 39-е правило. И они ждали, там дали что-то 3 часа властям, что ли. Он говорит, я поехал, и мне дали паспорт. Чудеса случались, пока был Европейский суд для России возможен. То есть Россия боялась или, не знаю, уважала или считалась с Европейским судом? Да, вот все чудеса были возможны только пока, были вот возможны эти процедуры. Хорошо, а как действует юридическая эта процедура? Вот, значит, 39-е правило применяется, когда Оно применяется крайне редко, да, тоже надо доказать о том, что вот что-то такое происходит. Вам 2 раза его удалось применить? Нам больше получалось его применить, да. Вот эта процедура, она, конечно, позволяла делать какие-то совершенно невообразимые вещи. Да? А как там это действует? Значит, вы доказываете им, что это... Мы пишем обращение туда, доказываем о том, что вот такая ситуация. Конечно, нужны все документы. И ты не можешь просто сказать о том, что ой, все мои права нарушены, поэтому помогите. Нет. То есть должен как-то там обжалование быть какие-то, хоть что-то, да, то есть показать, что вы пытались предпринимать какие-то определенные шаги для того, чтобы ваше право было не нарушено или как-то повлиять на ситуацию. Пишется обращение, да, и просьба к Европейскому суду применить 39-е правило. Несколько раз там получалось добиться его. Знаете, я даже вот сейчас точно не помню. Я помню, что всегда это происходило, что они говорят, вот сейчас мы применим, и власти знают, что сейчас они применят, потому что там дается несколько часов и той, и другой стороне, да, для того, чтобы как-то урегулировать эти ситуации. И вот, по-моему, даже не приходилось вот дожидаться самого применения. Вот, я как раз хотела спросить, а что они, как они применяют это, что они сделают? Ну вот они сказали отпустить Навального на операцию с глазом. А если, например, власти, да и не будем, что они дальше делают? За всеми исполнением решения Европейского суда следит комитет министров. И приезжает, я не знаю, министр иностранных дел и никому не хочет быть мальчиком для битья, да, когда говорят, что международные обязательства, да, вы обязаны их исполнять. Вот нельзя их не исполнить. 48 а 39-е правило – это такое вот прям когда, вообще вот из ряда вон что-то делает государство. И как бы государство держит себя в руках и пытается, не допустить, не довести до того, чтобы было применено это 39-е правило. Это действовало всегда. То есть что по нему на самом деле они могут сделать, неизвестно. Это международное обязательство, да, вы обязаны их исполнять. После начала войны все сильно изменилось, да. Все, то есть мы не хотим это исполнять, не хотим то исполнять. В итоге вышли из конвенции. Теперь разговоры по поводу того, что вернем смертную казнь. Опять-таки, почему не было смертной казни? Потому что был мораторий. Когда мы вступили в конвенцию, было одно из условий, что страна-участник не должен применять смертную казнь. Поэтому был введен мораторий на смертную казнь, который сейчас собираются отменять. В принципе, они же все могут. А когда спикер Госдумы Володин говорит о том, что для того, чтобы вернуть смертную казнь, достаточно одного решения Конституционного суда, он прав? Поскольку они вышли из конвенции, то теперь они теоретически могут и не исполнять этот мораторий. Да? Это первое. Второе, опять-таки, в Конституции написано, что смертная казнь, она в принципе может быть, но только если есть суд присяжных. Суд присяжных теперь есть. Есть ряд решений Конституционного суда, то есть позиция Конституционного суда, она напрямую не касается того, что вот прям вот вообще нельзя смертную казнь применять. Да? Все это уходит вот к суду присяжных. Но опять-таки это сейчас тема возникла после того, как произошел этот террористический акт. Статья
не предусматривает смертную казнь вообще. Там максимальное наказание – 20 лет лишения свободы, либо же пожизненное лишение свободы. То есть, как бы вот это дело они сейчас притягивают за уши, да, пытаясь это терроризм, статья. Терроризм, да, террористический акт. А, кстати, пытки тоже запрещены, между прочим, Уголовным кодексом. И там санкция до 15 лет лишения свободы. Нельзя пытать людей. Сотрудники правоохранительных органов не имеют права никого пытать. Да? Вернее, если они это делают, значит, в зависимости от последствий, какой там вред причинен того, кого пытали, это до 15 лет лишения свободы. Плюс ко всему, доказательства, полученные под пытками, не могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу. Как дальше они собираются их судить? Если они их пытали, показывали это, я так понимаю, даже на экранах телевизоров, помимо того, что распространяли в сетях, как? Ну, то есть они сами разрушают это уголовное дело. Не могут быть такие доказательства использованы в ходе процесса. Если я правильно понимаю, то первый раз с такими конкретными угрозами в свой адрес как адвоката вы столкнулись на процессе Кара-Мурзы? Я была адвокатом на стадии следствия Кара-Мурзы. Я даже не столкнулась с угрозами. Да? У меня начались проблемы с выездом. Меня держали по где-то минут 40 на вылете из Москвы, на прилете. И часто я была еще и вместе с другими коллегами-адвокатами, то есть к ним претензий не было. А меня, да, держали, не объясняя причин, почему. И вы вышли из дела? Через какое-то время, да, я вышла из дела, потому что, это уже было как-то перебором, и начинался процесс по Алексею. Нам как раз нас стали знакомить с этим огромным количеством, 196 томов, и было уже тяжело, да. Плюс ко всему, я еще и никогда не занималась делами по госизмене. И когда добавила с Кара-Мурзы вот еще и госизмену, в которой, совершенно была не моя специализация. А Прохоров, второй его адвокат, уехал в этот момент? Прохоров уехал где-то, по-моему, в процессе суда. Да, он уехал. Тоже из-за угроз? Как таковых угроз не было. Никто не приходил, не угрожал нам, ни мне, ни ему. Но разные отголоски, да, они были. А можно ли сказать, что дело Кара-Мурзы – это вот действительно такой первый прецедент, когда стало понятно, что профессия адвоката все-таки становится опасной в России? На самом деле такая угроза была всегда. Да? Слушайте, но защищать человека по уголовному делу с политическим акцентом, это всегда было непросто. Но просто после войны те правила, по которым жили, они стали сильно изменяться. И уже власти стали позволять себе выходить за какие-то, как принято сейчас говорить, красные флажки. Конечно же, лучше без адвокатов, это же как хорошо-то. А можно еще и без суда. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Важный вопрос, касающийся взаимодействия адвокатов с Алексеем Навальным, который находился в колонии. Не так давно на «Медузе» вышло большое интервью Натана Щеранского, который рассказывает о своей переписке с Навальным и описывает ее следующим образом. Один раввин, будучи в Израиле, позвонил моей помощнице и сказал, что у него есть письмо от Алексея Навального для Натана Щеранского, что было удивительно, учитывая, что он находится в колонии. Письмо, написанное утром поздно вечером, было у меня. То есть адвокат его вынес, переслал раввину, раввин переслал моей помощнице Ларисе, а Лариса мне. Все это произошло в течение нескольких часов. Дальше Щеранский рассказывает об этой переписке, которая происходила вот таким образом. А как вы могли бы прокомментировать появление таких писем из колонии у Щеранского? Я, честно говоря, по поводу этого письма ничего не могу прокомментировать, потому что я даже не знала. Вернее, я знала, что была переписка, да, об этом письме я ничего не знала. Вообще Алексей очень много с кем переписывался, и в колониях существовало ФСИН-письмо. И, собственно, переписка и велась со многими людьми, с огромным количеством людей эта переписка шла. Так что конкретно про это письмо я вам вообще ничего не могу сказать. Я так понимаю, что власть очень сильно бесила появление свежих постов в соцсетях Навального. А кто этим занимался, вам известно?
Ну вот, например, пост, который вменяет мне, да, и наш разговор с Алексеем, он появился в Твиттере. У нас был адвокатский Твиттер, который вел Вадим Кобзев. И, собственно, те посты, которые касались то, что мы считали важным, да, появлялись, соответственно, там. То есть все проблемы со здоровьем, еще так далее, вот мы публиковали там. Но они считают, что проводили оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых нас прослушивали, снимали, и вся наша беседа, вот там в частности они приложили протокол за 11 апреля 2023 года. Что в этом протоколе? В этом протоколе начинается беседа с того, что говорит, ты не подумай, я не параноик, хотя могут подумать, что я параноик, но мне кажется, что меня притравливают. И дальше он рассказывает, значит, какие у него ощущения и так далее. Притравливают, в смысле травят? Опять травят? Да. Когда я вышла со свидания, да, мы в Твиттере Кобзева опубликовали как раз все то, что он мне рассказал. О том, что есть такие... А вы опубликовали от лица Навального или от лица адвокатов? Мы опубликовали там от адвокатов. Да? Ну, то есть я адвокат, мне клиент говорит о том, что его притравливают, ну, то есть, что ему плохо и так далее. И требуют, чтобы мы написали жалобу. Мы все это сделали. Мы написали жалобу генеральному прокурору, уполномоченной по правам человека, директору ФСИНа. Вот об этой во всей ситуации, эту же ситуацию мы описали в посте. Кстати, в Твиттере Кобзева он до сих пор висит за 11 апреля. Ничего экстремистского. Вот вообще ничего. Дальше в этом протоколе еще помимо, значит, того, как он мне все это рассказывает, что с ним происходит, есть такое, ой, да, они там очень много обсуждают разные жалобы, включая Верховный суд, то есть все, что касается адвокатской работы, как мы это обсуждаем, что мы обсуждаем. Все, значит, они это пишут. Потом много книг обсуждают, но там они уже особо не расшифровывают и что-то говорят про Щеранского, кстати. А мы как раз обсуждали книжку и вот его общение с Щеранским. И вот это все, это моя экстремистская деятельность. Это законно? Вот, например, ваш доверитель вам что-то рассказывает на вашем свидании. Вы это что-то рассказываете тем, кто ведет его в соцсети, и они это публикуют. Это законно или незаконно? Значит, если мой доверитель мне рассказывает о том, что у него проблемы со здоровьем, ему кажется, что его травят и так далее... Или он хочет поздравить жену с днем рождения. Я иду и рассказываю это жене, родителям, родственникам, близким. Это абсолютно нормальная ситуация по всем делам. Адвокат, он не обязан рассказывать только, что написано в Уголовном кодексе. Обычные отношения тоже никто не исключал. Совершенно на бытовые темы, на все что угодно у адвоката нету запрета общаться по этому поводу не с клиентом, не с родственниками или близкими людьми. И, в принципе, адвокат в состоянии запомнить там большое количество текстов, которые он может потом людям рассказать. И это тоже не является противозаконным действием. Ну, кто может запретить адвокату запоминать, рассказывать и так далее? Во-первых, вся переписка, все документы, любой документ, который я приносила с собой в тюрьму, их просматривали каждый раз на предмет того, что может быть там что-то запрещенное, сотрудники ФСИНа. И все, что вы выносили из тюрьмы? Все, что я вносила, каждую страницу они фотографировали, они снимали. Каждую страницу, то, что я выносила оттуда, они фотографировали и снимали. И это продолжалось на протяжении нескольких лет. И ни у кого не возникало никакого вообще вопроса к тому, с чем мы приходим, с чем уходим. Ни одну бумагу у нас не изъяли. Обычно, и мы знаем таких случаев много, когда адвокат, допустим, что-то не нравится сотрудникам там, СИЗО или колонии, они изымают документ, говорят, это было запрещено, адвокат не мог это выносить. Но у нас не изъяли ни одной бумаги, ни единой за все это время. А вам известно, с какого момента они начали прослушивать ваши разговоры с ним во время свиданий, там, и записывать, вести видео и аудиозаписи? Как я понимаю, с того времени, когда он попал в колонию в городе Покрове. А есть какие-то вообще до этого прецеденты были? Вы когда-нибудь сталкивались с историей, когда записывали встречи адвоката и подзащитного? В том-то и дело, что вот почему обычно адвокатов, да, к ним во всем мире нету претензий такого рода, как к нам, потому что существует конфиденциальное общение адвоката и клиента. Это тайна.
Я понимаю, что очень хочется всем правоохранительным органам, я думаю, во всем мире узнать, о чем адвокат разговаривает со своим клиентом, который обвиняется в каких-то преступлениях. Но несмотря на то, что это очень хочется, так никто не делает. И никогда не делали и в нашей стране. То есть, может быть, они это и делали, но, по крайней мере, они никогда это, не публичили, потому что, это нарушение закона, да, это нарушение основополагающих вообще прав. Человек имеет право иметь адвоката. Не просто того, что вот у меня есть мой адвокат, вот он стоит, и он так называется. Нет, потому что есть определенные гарантии. И все эти гарантии сейчас пошли прахом. Как вы думаете, если ход истории изменится, как много времени потребуется России для того, чтобы вернуться в рамки цивилизованных юридических отношений и цивилизованных судебных процессов? Мне кажется, что касается права, да, то это не так сложно. Мы с Алексеем все время спорили по этому поводу, а как в прекрасной России будущего будут работать суды. Он всегда считал, что всех надо разогнать и набрать новых. Я была с этим не согласна. Я считала, что судьи, в принципе, достаточно квалифицированные у нас. И если на них не давить, если не заставлять их чувствовать, да, политическую обстановку в стране, что хочет власть и так далее, если не использовать телефонное право. Сначала использовали телефонное право, а сейчас уже даже его, мне кажется, не надо использовать. То есть уже все судьи понимают, ты оппозиционер, значит, ты должен сидеть. Могу привести пример по мне. Заключение меня под стражу. Приносят документы, подтверждающие подозрения в том, что я экстремистка. Документы прекрасные. Протокол прослушивания моей беседы с Навальным, когда я прихожу к нему в колонию в комнату для свиданий. Нет. Судья видит вот такой протокол. Это единственное, которое доказательство моей экстремистской деятельности они приложили. И говорит, да, отлично, она экстремистка, причастность ее подтверждается именно этим протоколом, поэтому она должна содержаться в СИЗО. Понятно, что судья Дударь, которая, я ее помню, лет 15 точно в Басманном суде. Я не могу сказать, что она не профессионал. Она профессионал. Но при этом, когда ей приносят вот такое, и она говорит, что да, Михайлова должна содержаться на основании этого документа в СИЗО. Она знает вас лично при этом. Она знает меня лично при этом. Понятно, что к профессионализму, да, это не имеет никакого отношения. То есть это исключительно давление, которое на нее оказывается. Больше ничего другого. И если на судей не оказывать давление, то они себе вполне нормально будут рассматривать дела. Мое всегда было мнение, что разогнать не надо. Надо просто их не трогать, оставить в покое и давать возможность им судить по совести и чести, как полагается. То есть и судью Дударь бы вы оставили в прекрасной России будущего? Вот такого решения не думаю. Решение, которое касается вас? Да. До этого же она принимала еще кучу решений. Нет, я привела пример Дударь, но опять-таки я говорю, то есть если не оказывать на них давление, то они себе будут вполне приличными судьями, которые знают законы и которые могут их использовать в делах. И при этом вы считаете, что путь России обратно в цивилизованное правовое поле занял бы немного времени? В правовое, я думаю, немного. Угу. А что касается всех остальных проблем, которые Россия сейчас за последние несколько лет получила, то там исправлять, конечно, я думаю, придется веками. Мне рассказывали историю, что у вас был складной стул. И с этим складным стулом вы приезжали к ИК «Покров», садились на стул и говорили, что вы не уйдете вместе со своим стулом, пока вас не пустят на свидание к Навальному. Это правда? Да. Одно время нас пускали на территорию колонии, и мы могли находиться в такой специальной комнате для ожидания. Там же принимали передачи от людей, но там хотя бы было тепло, и ты мог там сидеть нормально.
А в какой-то момент колония настолько на нас обозлилась, что решила, что мы должны стоять все время под забором и долгие часы ждать, пока они выйдут, заберут у нас документы, потом выйдут и пропустят нас к Алексею. И вот это состояние под забором, просто забор, колония, здесь дорога, пыль, грязь, и ты вот здесь должен стоять там 5-6 часов. И в какой-то момент я увидела, что есть такие раскладные стульчики на Озоне, по-моему. Практически ничего не весят. Ну, и я, да, вот с этим стулом приходила, ну, и сидела хотя бы. Что вы делали, вот пока вы ждали? Читала, могла даже что-нибудь писать. На самом деле работа адвоката такова, что ты можешь сидеть в СИЗО долгие часы, ждать свиданий. Ты можешь сидеть в суде долгие часы, ждать, когда тебя позовут и начнется рассмотрение твоего дела. Да, большая часть времени адвоката занимается вот этими ожиданиями. А что касается Алексея, ну, мы всегда боялись за его здоровье, и адвокаты к нему ходили ежедневно. Вот просто каждый день. То есть вот вас 5, и вы вот так вот ходили? Да, и мы ходили к нему. Но, кстати, 2 адвокатов уже давным-давно его не адвокаты, потому что, когда его перевели в Ковров, им стало далеко ездить, у всех семьи. Но, тем не менее, они тоже экстремисты. И Липцер и Сергунин, они уже достаточно давно перестали. Вот. И в Коврове, соответственно, адвокатами были я, Кобзев, и потом еще подключился Федулов. Ну, уже на последнее время. Ну да, ну такая работа, ну что. Можете припомнить случай, когда вы с Навальным по-настоящему серьезно поругались? Мы один раз, мне кажется, серьезно поругались, и это было как раз после его возвращения, когда он голодал. Произошло много всяких событий, да, вот эти суды, одни совершенно отвратительнейшие эти процессы. И вот в какой-то момент, да, мы с ним прям вот очень сильно поругались. Я очень боялась, потому что мне все говорили о том, что длительная голодовка может привести к необратимым последствиям. Я этого прям ужасно боялась. И вот тогда, да, тогда мы с ним как-то прям сильно поругались. Какие были его аргументы? Ваши понятно. Слушайте, я не помню, какие были его аргументы у обоих сторон. Но это да. Что происходило со здоровьем Алексея Навального летом 23-го года? Летом 23-го года у нас был процесс, который проходил в колонии в Коврове. Он был закрытый. Его полностью закрыли от журналистов. Это был, на самом деле, достаточно тяжелое такое время, потому что Алексея очень долго держали постоянно в ШИЗО. Ему не давали еду. Причем там доходило до того, что они приносили еду, мы показывали, говорили, да, ты заказал там отварной рис на сегодня, вот, видишь, мы его приготовили, поэтому деньги мы у тебя со счета снимаем за этот рис. Но поскольку ты в ШИЗО, тебе не положен он, ты не можешь есть свою еду. Поэтому мы понесли уничтожать. И после, кстати, скандала они перестали так делать. Ну, то есть это опять-таки стало достоянием общественности, вот эта ситуация. Когда начался процесс, я первый раз смогла увидеть его без вот этого потертого стекла, да, то есть вот так вот, как мы с вами. Он был серого цвета, у него лицо было какое-то вот прям сероватое такое. Очень худой. Я еще спросила у охранника, который его привел, говорю, что с ним делали? Он говорит, нет, это, говорит, вот бликует серый цвет от стен, поэтому, а так он отлично выглядит. Я говорю, да, а что это на вас не бликует, вы это вот розовощекий такой? В ходе этого процесса мы могли общаться, ну, более-менее как-то. Хотя весь зал был в сотрудниках, в масках, в общем, такая какая-то военизированная была обстановка. Материал дела был 196 томов. Нам ими пользоваться мы не могли, потому что они были в электронном виде, и нам Генеральная прокуратура их выдала в электронном виде. Но в электронные средства никакие нельзя проносить с собой в процесс, в колонию.
А как он должен был знакомиться с этим? Ему привозили и показывали это в ходе выполнения, ознакомления с материалами дела. А в процессе нам сказали, ну, если хотите, вот они там лежат, ну, берите там иногда, посмотрите как-то так. Что-то вам нужно, если... То есть мы не могли пользоваться вообще ничем. То есть мы приходили с тетрадкой, с бумажкой и с ручкой. Все. Ни телефонов, ни диктофонов, ни вообще ничего-либо электронного не могло быть. Но Алексей и Дане Холодному выдали все-таки электронные книжки. Это тоже такое ноу-хау было в СИНа, я так понимаю, в которых были эти тома. Но тома там не все были, потому что памяти не хватало. И читать что-то там был такой мелкий шрифт, который не увеличился, потому что достаточно допотопные эти были электронные книжки. Листать было очень долго. И мы приводили туда своих свидетелей, кстати. Я очень благодарна тем людям, которые согласились прийти, да, несмотря ни на что. А это были довольно известные люди, насколько я знаю. Были известные и неизвестные люди. А вы кого-то можете назвать? Ну, насколько я помню, приходили Дмитрий Муратов, Евгения Ройзман. И этим людям можно было встречаться в том числе и с Навальным? Мы их допрашивали в суде. Угу. В суде, в кавычках. Значит, вот этот актовый зал в колонии посчитали, что это лучшее место на земле для того, чтобы вершилось правосудие. И они тоже проходили через все эти обыски, осмотры и прочее, для того, чтобы зайти вот на эту режимную зону. И давали показания в суде. Алексей их допрашивал, то есть всем задавал вопросы Алексей. И да, им огромное спасибо за то, что они приходили. И, в принципе, это даже была такая... поддержка для него, да, моральная, потому что на протяжении кучи лет он не видел близких людей, да, год свидания не давали родственникам. То есть он видел только нас, адвокатов, и своих тюремщиков. Собственно, все. Так каким было его состояние физическое? Вот в этот последний раз, получается, когда вы так много общались. Вначале, значит, он был очень истощенный. Когда начался процесс, прям вот мне он совсем не нравился. А потом в ходе процесса, там разрешали и кофе попить. Иногда ему, да, он был вполне себе в такой достаточно боевой форме. Но он всегда был в боевой форме. А вот эти вот боли в спине, отнимающаяся нога и немеющая рука. Это было в самом начале. Это когда он прилетел, его задержали. И у него начались проблемы со спиной, которые длились на протяжении нескольких месяцев. Его не лечили, мы что только не делали. Потом все-таки, когда он объявил голодовку, он же голодал тогда, он 20 дней держал голодовку, причем прям голодовка. Я не представляю, как человек вообще все это может выдержать, но он выдержал. И да, вот тогда в итоге его стали лечить. А диагноза так и не было? Были диагнозы, да. А что это было? Я не помню, он давал разрешение на то, чтобы раскрывать диагноз. Нет, публиковали, по-моему, диагнозы. Да, у него было там большое количество грыж, причем одна из них дает вообще страшные боли, потому что задевается нервное окончание. Да, и, собственно, из-за того, что это было обострение, не лечилось, это привело к диким болям, да. Это стали потом лечить? Да, потом стали лечить, да. Что-то из этого могло привести к тромбозу, о котором официально заявляют? Слушайте, я не врач. Это, во-первых. Во-вторых, учитывая количество отравлений, про тромбоз я все время забываю, но это, знаете, это как самая версия, как это примерно из области черепно-мозговых травм, да, то есть сотрясение мозга, его определить крайне сложно. С тромбозом я не знаю что, но учитывая, как скрывали тело, учитывая, что происходило в предыдущие года, про тромбоз, мне кажется, это просто какая-то полная ерунда. Но в следующий раз, когда вы обратите внимание на его здоровье, это будет лето 23-го года, когда он будет истощен. Вот уже на суде в Покрове. Видимо, да. Лето этого 23-го года – это последняя ваша с ним личная встреча? Нет. Последняя встреча была 2 октября 23-го года. То есть за... Неделю до вашего отъезда?
да. Прошла апелляция на приговор. Вот, да, я была у него в колонии. А вот эти вот все люди, которые приносят рис и выбрасывают, которые при нем жарят курицу там, или еще что-то, неужели все вот эти люди, которые встречались ему за эти несколько лет на всех этапах заключения, неужели они испытывали к нему такую личную неприязнь? Или они умели отделить, не знаю, свою работу от отношения, или никто ему по-настоящему не сочувствовал, ни как человеку, ни как политику, вот по ту сторону колючки? Да нет, я так понимаю, что все понимали вообще, что происходит, да, и все понимали, что это политический заключенный, и все видели, как он стойко выносит все невзгоды и прочее, да, и опять-таки все гадости, которые придумывались, осуществлялись с теми же самыми людьми. Я не знаю, это что же не все прям вот Кремль людей придумывает, это же люди вот на местах. Они всегда говорили, мы же к вам так уважительно. Ой, ну что вы там на нас кричите, мы же к вам так уважительно. То есть как бы они все изображали достаточно милых, спокойных людей, такие вот мы работаем, вы работаете, мы работаем, да, вот мы все такие вот спокойные и так далее. Что происходило, когда я уходила, не знаю. Но естественно, что опять-таки все люди разные. Кто-то относится более-менее нормально, да, а кто-то будет как-то перевыполнять, наверное, план по гадостям и мерзостям. В любом случае, понимаете, нормальный человек не пойдет работать в систему ФСИН. Вот это мое... Точно? Вот мое абсолютное убеждение в том, что нормальный человек туда не пойдет работать. Пойдет куда угодно, но только не туда. Связываете ли вы охоту на адвокатов Навального с его гибелью? Знаете, я долго не могла понять, почему они терпели нас столько лет. Конечно, мы не давали им спокойно жить, но тем не менее нас терпели. И вдруг что-то такое случилось, что мы стали все экстремистами. Одних посадить, другим, значит, не вернуться. И всех адвокатов, то есть кого выбирал Алексей. Мы им были выбраны, да, он нам всем доверял. Мы понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Я заходила к нему, я понимала, что что-то не то, допустим, с ним. Да? Просто знаешь человека. И я никак не могла понять, зачем надо было вот нас так, такую атаку на адвокатов устраивать. Для чего? После событий февраля мне показалось, что, наверное, вот для этого. Видимо. Не знаю. Может быть, когда-то мы все узнаем. И я очень хочу. А вы верите, что мы когда-то все узнаем? Мне все говорят, что да. Как адвокат, в общем, ближайший адвокат Алексея Навального, слышали ли вы что-то из того, о чем в том числе сказал президент России Путин, касающееся возможного обмена Навального на кого-то из арестованных российских сотрудников спецслужб за рубежом? Слушайте, вопросы обменов, они всегда ходят, да, и, собственно, я сама настаивала на том, что когда в очередной раз видела, в каком Алексей состоянии и так далее, да, вот просто что над ним делают, не может нормальный человек все это выдерживать постоянно. Кстати, это может быть квалифицировано как пытки? Да, это пытки были, конечно. Но когда человека пытают просто морят голодом, да, это пытки. Или же не лечат, когда он испытывает боли. Да, это пытки. Я всегда считала, что его надо менять. И в какие-то особые острые случаи, да, я говорила о том, что надо надо делать что-то, чтобы менять. Это кому можно сказать? Родственникам. И, знаете, когда нету волшебной палочки, сделать ничего невозможно. Вы с ним когда-нибудь обсуждали вопрос обмена? Он был согласен на это? Вы понимали, нас прослушивают, нас просматривают. Да, у нас достаточно были ограниченные, в принципе, беседы. Можно я пока не буду отвечать на этот вопрос? Можно. В любом случае, я находилась все это время в России, да, и о том, что происходило здесь, какие договоренности и все, я даже не могла об этом знать. Вы были адвокатом потерпевшей стороны на суде об убийстве Бориса Немцова. Да. Как вы попали в этот процесс? Я была еще и адвокатом Немцова по административным делам, когда его задерживали. Мы выиграли даже в Европейском суде его дело. Незадолго, кстати, до его гибели было решение Европейского суда. И, соответственно, когда его убили, то есть Жанна Немцова просила меня, чтобы я представляла ее в качестве потерпевшего в процессе
в деле по убийству. В таких процессах какова ваша роль? Представляя потерпевших, в процессе, то есть адвокат, он как раз становится как бы с другой стороны, то есть ему важно то, чтобы все понесли наказание, все виновные в гибели понесли наказание. У нас была главная задача установить, чтобы были установлены действительно все заказчики и исполнители убийства Немцова. По исполнителям, так как я понимаю, почти все установлены, не все. Собственно, были приговоры по ним вынесены, был суд присяжных, в котором мы тоже участвовали. Но организаторы так и не понесли, заказчики так и не были официально установлены и не понесли никакой ответственности. На данный момент также. Жанна, дочь Немцова, все время говорит о том, что это был такой показной процесс, в котором никто не собирался искать заказчиков. Я думаю, что если бы в первые дни не были бы задержаны исполнители и заключены под стражу, то, может быть, дальше бы и их бы не нашли. Но в тот момент еще, будучи следователем, нынешний генеральный прокурор все-таки проявил такую... Это Краснов. Да, Игорь Краснов. Он был следователем как раз, руководителем следственной группы по убийству Немцова. И да, они задержали исполнителей, которые потом предстали перед судом. И я думаю, что если бы быстро, в первый же момент они сразу афишировали о том, что задержанные еще до того, как заключены под стражу были. И, наверное, если бы он этого не сделал, если бы публично об этом не сказал, он и, кстати, по-моему, директор ФСБ на тот момент, Бортников, если бы они публично не сказали, то, может быть, и замяли бы этот вопрос, и, может быть, и даже эти люди бы не предстали перед судом. Но в итоге, да, были пойманы часть исполнителей, и дальше процесс как-то пошел по поимке остальных ни шатка, ни валка. После чего Краснов пошел на повышение, делом стал заниматься генерал Тутевич, достаточно вяло, я бы сказала, занимался. И поэтому уже к суду никаких новых обвиняемых не появилось, только те, которые были задержаны по горячим следам. У этого дела есть срок давности? Теоретически да. Но это опять-таки на усмотрение суда. Мы говорили о том, что вообще должно быть дело переквалифицировано на покушение на жизнь государственного деятеля. То есть в этом случае нет сроков давности вообще по уголовному делу. Но были долгие споры, и в итоге следствие не стало переквалифицировать. Там статья убийства, которой в принципе есть сроки давности, но опять-таки их могут применять суды, могут не применять суды. Насколько я так понимаю, что дело сейчас приостановлено. Вы также были адвокатом потерпевших после теракта в Нордосте и адвокатом потерпевших после теракта в Беслане. Вы так или иначе находитесь внутри всех этих историй, которые государство очень хочет замять. И, наверное, из дела в дело, из года в год вы сталкивались с тем, что справедливость так и не торжествует, а зло так и не наказано. А где вы находили какие-то аргументы для себя, чтобы продолжать этим заниматься? Да некогда было находить аргументы для себя, потому что к тебе приходит, например, потерпевшая по делу Нордоста. Светлана Губарева. Губарева. У нее погиб там жених и дочка. Какие аргументы могут быть у меня, чтобы не помогать ей, не заниматься этим делом и так далее? Да никаких. Мы помогали всем. И когда люди хотят узнать, а для людей всегда важно, как, почему погиб их родственник, правда прям очень нужна, очень многим. В том числе для того, чтобы не было повторений таких же, чтобы все понесли наказание, что если спецслужбы что-то не так делали, чтобы они больше так не делали, и так далее. То есть в принципе всем, чем мы занимались, даже с помощью Европейского суда, одна из главных задач была то, чтобы не допустить повторения таких трагедий, таких ошибок, таких несправедливостей в будущем.
И да, вот под Норд-Осту мы, собственно, тогда добились, следствие, как всегда, очень пыталось скрыть все материалы дела и так далее, и мы добились того, что все-таки потерпевшим были предоставлены материалы уголовного дела. Они могли хотя бы ознакомиться, и потом, да, мы выиграли в Европейском суде. Европейский суд постановил, что не было эффективного расследования обстоятельств трагедии в Норд-Осте. И Европейский суд присудил также компенсации потерпевшим. Да, это было первое дело в Европейском суде по массовым терактам в России. Видимо, да. И оно было потом прецедентом для потерпевших в Беслане. Да. А как вы думаете, сейчас, вот после теракта в Крокусе, люди смогут обратиться в Европейский суд? Все зависит от того, как будет дальше развиваться вообще ситуация. Да? Потому что данный теракт, он, как всегда, ужасен. Это те трагедии, которые не должны были быть. Да? Все вот эти теракты, которые мы знаем, их, на мой взгляд, всегда можно было предотвратить. Но так не произошло. И как будут дальше развиваться события, я не знаю. Если раньше был Европейский суд, да, куда все, собственно, жертвы терактов в дальнейшем обращались, то сейчас его нету. Комитет по правам человека ООН, это... Там рассматриваются дела слишком долго. И Российская Федерация их не исполняет. Единственное, что осталось, это спецдокладчики по России от Организации Объединенных Наций. И, например, сейчас, когда Алексей пропал, да, его когда этапировали, как оказалось, потом в Харп, да, но в любом случае он пропал, и никто не знал, где он и что, и мы думали, что узнаем только после Нового года, тем не менее, вот мы воспользовались возможностью как раз обращения к спецдокладчику. Мне кажется, что это помогло, поэтому все-таки 25 декабря мы узнали о том, что он находится в Харпе. На тот момент мы узнали, что жив и здоров, но это оказалось ненадолго. Есть дело, которым вы гордитесь? Вот где вы прямо выступили на супервысоком профессиональном уровне и кого-то по-настоящему спасли? Мне сложно сейчас ответить, потому что были случаи, когда я освобождала из-под стражи по несколько человек, и это было прям конечно, ты начинаешь гордиться собой, что это получилось. Были дела, когда и заканчивались прекращением уголовных дел. Все было. А делом Навального вы собой профессионально гордитесь? Вот в конечном итоге это дело проигранное или выигранное? Я делала все для того, чтобы большое количество людей, которым он был не безразличен, поняли о том, что он не виновен. Начиная с дела Киры Флесса. И, собственно, мы пытались доказать даже не той противоположной стороне. Было понятно, что это все политические мотивы, да, его все уголовное преследование и так далее. Но ему и нам было важно доказать людям о том, что он не виновен. Поэтому мы опубликовали большое количество документов из первого уголовного дела. Мы пытались рисовали схемы, чтобы объяснить людям, почему он не виновен. Не просто о том, что, поверьте нам, он не виновен, а почему действительно не виновен. Более того, всегда с нами соглашался в итоге Европейский суд, что это было тоже важно, потому что эта процедура, это пытается нас сказать, что это политически тоже все мотивированное место. Нет, абсолютно нет. Огромное количество дел, которые в Европейский суд попадают, но неприемлемые оказывались. Довести до Европейского суда и получить положительное решение – это достаточно кропотливая и сложная работа. Ты должен отфиксировать все нарушения, это должны быть нарушения именно конвенции и так далее. Я думаю, что по всем уголовным делам Алексея нету ни у кого ни малейших сомнений о том, что он не виновен. Мне кажется, мы смогли это доказать. И довести до большого количества людей. Поздравляю вас с днем рождения. Он написал о том, что вы блистательны в европейских судах и, главное, в большом зале Европейского суда. И, судя по всему, это какая-то особенная история, когда человек выступает в большом зале Европейского суда. Что это вообще такое? Это Большая палата. Большая палата. В Большой палате выступало не так много российских адвокатов. Я так понимаю, что это можно перечислить, наверное, на пальцах, может быть, одной руки. Но в итоге одно из дел дошло до Большой палаты. И да, наверное, это, в принципе, для
адвоката, который занимается уголовными делами, используя международные механизмы, это да, это очень престижно. Ну, вы как там себя чувствовали? Ой, было очень страшно, потому что был регламент, и надо было уложиться в этот регламент. На это еще уходит, чтобы меняться местами. Выступали, значит, я, Анна Моролян, это вторая адвокат, и Алексей. То есть мы так поставили стулья, чтобы мы там ни секунды не могли потерять этого времени, иначе... Соответственно, другая сторона, Российская Федерация, может написать ноту протеста о том, что вот они там на 30 секунд выступали больше, это прям ужас-ужас. Нужно было уложиться прям четко в это время. А как всегда ты пишешь речь, а выбрасывать оттуда что-то сложно. Плюс, поскольку английский мой не родной, и у меня с ним так, не сильно большая дружба, меня долго готовили именно произношение. Когда накануне 3 известнейших адвоката, одна из них американская, поспорили, как в одном из слов мне надо сделать 3 ударения или так все-таки 2. Вот здесь я, конечно, была в полном шоке. А Алексей, когда прочитал, то есть мою речь, он сказал, это что мне? Я это говорить не буду, я это не произнесу. То есть юридически английский он отличается, это совсем, сложно. И в итоге, да... Там мы выиграли, Европейский суд посчитал, что нарушена 18-я статья Европейской конвенции, что его преследования были политически мотивированы. Там же очень трудный путь был на это заседание, потому что его же не выпустили сперва. Его сначала не выпустили, да, в итоге мы улетели с Юлей, он остался. И вот тоже, слушайте, вот вы улетаете с Юлей, он сидит в этом аэропорту за красной лентой, да. Вы его фотографируете. И он пишет к этой фотографии подпись о том, что ха-ха-ха, значит, Юля и мой адвокат по ту сторону, я по эту сторону красной ленточки, но ничего, будем разбираться. Но это же не ха-ха-ха. Но у него все было ха-ха-ха. То есть и Юля в этот момент тоже смеется. И вы в этот момент тоже смеетесь? В принципе, мы это воспринимали, как не то что приключение, но всегда было понятно, что что-то пойдет не так. Это вот в очередной раз что-то пошло не так. Ничего, в принципе, страшного не случилось. Да, хорошо, мы летим, он прилетит, попробует прилететь позже. Через день его все-таки выпустили, потому что они придумали, что не оплачен штраф был оплачен, и он прилетел. Просто вот таких вещей за эти годы было огромное количество, да, когда что-то шло не так, и потом все было вроде как и ничего. Как вы праздновали? Я не помню, чтобы мы особо праздновали. По-моему, у нас было что-то большое количество людей. Мы пошли, по-моему, даже к Карине Москаленко домой. Как-то отметить. Как вы вообще себе представляли до всех этих, до каскады этих событий, как вы себе представляли траекторию этого дела? Что вот он, будет 19-20 лет сидеть? Когда появился экстремизм, то есть понятно было, и причем там был огромный букет обвинений. То есть они еще, помимо того, что он организатор экстремистского сообщества с 2011 года являлся, они еще и прибавили ряд уголовных дел, которые совершили якобы участники этого экстремистского сообщества в разных городах и так далее. Был порядка 10 уголовных дел еще соединено в одно производство. В этом во всем его обвиняли. В том, что человек, которого он никогда в жизни не видел, тоже вместе с ним совершил еще какое-нибудь преступление. То есть там было много разных обвинений. Часть которых, кстати, отвалилась в суде. То есть они были прекращены за истечением срока давности. То есть суд все-таки не позволил себе прекратить за отсутствием состава и события. По крайней мере, прекратили хотя бы за истечением сроков давности. То есть часть отпала в суде. Вы были адвокатом Навального оппозиционера, Навального антикоррупционера, Навального кандидата в мэры. Вы были адвокатом Навального, который впал в кому и очень тяжело реабилитировался. Будете ли вы адвокатом мертвого Навального? Будете ли вы каким-то образом участвовать в процессе расследования его гибели? Собственно, у нас и так вот сейчас Европейский суд прислал
письмо о том, что будет ли семья продолжать рассмотрение дел, которые остались, а там где-то порядка 20 дел осталось нерассмотренным. Из них моих, по-моему, 11. Юль дала мне доверенность на то, чтобы продолжали рассматривать эти дела. Все, что я могу, как ее могу поддержать, я всегда это сделаю. То есть у вас есть личные отношения? Ну, слушайте, мы столько лет знаем друг друга. Мы все это проходили, все всегда, да, вместе, к сожалению. Я не знаю, насколько я буду заниматься, потому что сейчас вообще будущее сильно туманно. И где я буду, что я буду делать, я пока до конца еще не поняла. Все это время, когда становилось понятно, что ничего, по большому счету, Оль, от ваших, извините, при всем уважении, действий не зависит, что приговор будет таким, как его написали, что статья будет такой, какой ее придумали и так далее. Как вы сами себя убеждали в том, что вы все еще должны быть адвокатом и должны работать по профессии? Себя можно было не убеждать, потому что всегда клиенты хотели, чтобы были адвокаты у них. Чтобы человека не пытали, нужен адвокат. Кстати, старые коллеги, да, вот уже мэтры всегда рассказывали, что в советские времена свидетелю нельзя было приходить на допрос, в отличие от сейчас, с адвокатом. Но всегда брали адвоката, то есть тех, кто, конечно, мог себе это позволить, чтобы адвокат хотя бы сидел за дверью, потому что не пытают. Проблемы со здоровьем, еще что-то. То есть какие-то даже... человека оставить одного в изоляции – это недопустимо. То есть у него всегда должен быть защитник, адвокат, который бы мог помочь в самые тяжелые моменты. Даже поговорить, в конце концов. Вот. Я же не говорю про то, что, опять-таки, если не фиксировать эти нарушения, да, то так оно и все и будет. Но если бы мы не фиксировали нарушения по Алексею, например, то мы бы не выигрывали бы в Европейском суде. Если бы мы, опять-таки, не заботились о его здоровье, так бы его и не лечили, и было бы, наверное, еще хуже. Но, к сожалению, вот после того, даже как нас всех изолировали от него, а его от нас, знаете, произошло то, что произошло. Насколько я знаю, ваша дочь не пошла по вашим стопам и не собирается быть никаким ни адвокатом, ни юристом. Ей нравится дизайн одежды, и, собственно, она этим занимается, и я так понимаю, что будет и в дальнейшем заниматься. У нее, во-первых, совершенно другой характер, и она не такая жесткая, то есть она совершенно очень такая А вам тяжело, мягкая. Да, с собой, что вы жесткая? Я к этому привыкла, другим, наверное, тяжело, но... И поэтому, то есть изначально ей нравилось рисовать, нашла себя в этом, и, я так понимаю, в принципе, достаточно успешно. Она принимала участие и в неделе моды в Москве, на Mercedes-Benz выставляла коллекции. То есть она нашла себя в этом. У вас были с ней разговоры про вашу профессию и про риски в этой профессии? Я часто ей говорила, будь осторожна, потому что сейчас у меня начинается сложный процесс, будь аккуратна. Что ты подразумевает? Я боялась каких-то провокаций, еще чего-то, и учитывая, что там постоянно были какие-то... видно было эти слежки, да, у нас там... Прям видно, да? Видно было, да. У нас был один момент, мы ходили в ресторан, вызвали такси, садимся в машину, и она говорит: ой, я забыла телефон. А водитель спрашивает: а что Кристина забыла? При этом никто не называл ее имени. Таких всяких разных моментов, было достаточно в нашей жизни. И поэтому я, всегда просила ее быть поаккуратнее. А она вас просила быть поаккуратнее? Она понимает, что это бесполезно, и поэтому, собственно, она особо не настаивала. Да, конечно, переживала. Вы прикипаете душой к своим доверителям? Вы можете разделить: здесь закончилась моя работа, здесь начались наши отношения, я не пущу тебя в свое сердце, или пущу, или уже ничего не могу сделать? Нет, на самом деле я всегда с клиентами, клиент-адвокат, да. С Алексеем тоже, мне кажется, он всегда такой барьер я ставила, да, я адвокат, ты клиент, значит, если я то-то, то-то говорю, должен так если мы придумали такую позицию, значит, мы на ней стоим, и, собственно, ни шагу влево-вправо, с одной стороны. С другой стороны, просто
опять-таки, долго находясь в процессах, бывают разные ситуации, там, жизненные и у меня, и у него, и которые как-то влияют и в том числе на наши в том числе и на процесс, да, допустим, я-то сейчас не могу, мне там срочно надо уехать в Москву по семейным обстоятельствам. Он говорит, что он без меня не может, да, и как-то мы это решаем, вплоть до того, что он говорит, нет, я там уеду тоже, ну и пусть там избирает мне меру пресечения. Это у нас была такая история в Кирове, например. И потом мы в Москве смотрели вместе, как ему избирают меру пресечения в виде содержания под стражей, но не избрали. Ну, то есть есть разные вещи, и которые отодвигают несколько вот эту вот выставленную стену клиент-адвокат. Но я видела ваше лицо после того, как не стало Алексея. Где мое лицо было? Нет, я никому ничего не договорила. Я выступала с коротеньким прощальным словом. Меня просто просили в одной организации выступить. Может быть, оттуда были кадры, потому что я в кои-то веки с собой не справилась. Не справились? А вы поверили? Нет. Я не поверила. Вот в первые дни я вообще не поверила. Я не поверила. Столько всего было, но в итоге он же потом воскрешал. Или его воскрешали. И здесь вот, да, нет, я сначала не поверила. Когда поверили? Когда маме тело показали. Когда ей же долго не показывали, и когда показали, да. И она вам сказала, что это он? Ну и когда вот она всем сказала, что это он, да. Чему лично вас научили вот эти 16 лет с Навальным? Стойкости. И на самом деле, вот, наверное, спрашивали, да, почему не увидят наших слез и так далее. Когда очень тяжело, вспоминаешь, как он переносил, да, вот то, что ему было предназначено судьбой, к сожалению, то, как над ним издевались и так далее. И понимаешь, что да, когда у человека, например, там в день 3 кружки кипятка и вся его горячая еда, и он к этому совершенно спокойно, стоически относился, то ты, когда у тебя какие-то проблемы, это все ерунда, да. И, да, стойкости. А вы себе себя в тюрьме представляете? Я никогда себя не представляла в тюрьме, вот честно. И когда мне иногда там тот же самый Кобзев что-то говорил по поводу того, что мы тут все можем оказаться экстремистами, я говорила, Кобзев, мысли материальные, я вообще не хочу об этом думать. Да, я убирала все эти мысли, я их прям от себя всегда отталкивала. Я не представляю себя в тюрьме, вот честное слово. Наверное, арестанты бы сильно расшатывали эту тюрьму. Потому что я бы не смогла спокойно сидеть в тюрьме, это правда. На что вы надеетесь? Всегда хочется верить в лучшее. Если мы это не будем делать, то тогда уже можно сесть, сложа руки и все. Нет, в любом случае, я думаю, что складывать руки не надо. Но делать все возможное, чтобы наступила прекрасная Россия будущего. Наверное. Оль, есть что-то, кроме уголовного права и борьбы за прекрасную Россию будущего, что вы по-настоящему любите? Я очень любила свою дачу. Вот прям по-настоящему. Мне было там прекрасно. Будем искать, что любить дальше. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Раньше бы выбрала справедливость, но сейчас выбираю милосердие. Чтобы мир стал лучше и добрее. И мне кажется, вот мир, добро, милосердие, это так сейчас не хватает. И этого прям очень хочется. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Родина. Что бы вы хотели сейчас услышать от Алексея Навального? Мы победим. И он всегда говорил правду.